Всем привет, мои дорогие друзья, я рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня у нас с вами задача посложнее, чем обычно. Я буду делать тряпичного дракона. И вот какой дракон должен получиться у вас. Как вы видите, у этого дракона очень большие зубы. Челюсти должны быть одинаковые, а зубы смыкаться вместе. И этот дракон сделан из картона. Для начала мы с вами сделаем заготовки верхней и нижней челюсти. Нам нужно свернуть лист А4 в тонкие полосочки. Вот такая заготовка верхней челюсти должна у нас получиться. По такой же технике делаем заготовку нижней челюсти, но делаем ее немножко потоньше. Вот такие заготовки у нас получились. Заготовку нижней челюсти делаем чуть-чуть короче верхней. А теперь нарисуем боковые части челюстей. Складываю лист А4 пополам, беру заготовку верхней челюсти и обвожу ее простым карандашом. И начинаем придавать форму головы дракона. Нарисуем шипы на носу. Нарисуем ноздри. Нарисуем большие зубы. Нарисую десна. Нарисую окрас дракона. А теперь нарисуем глаза в виде больших пуговиц. Продолжаю рисовать окрас дракона. Дорисую еще одну пуговицу. Нарисуем рану, которая будет зашита. Будет такой окрас, как будто две половины будут сшиты. Одна половина дракона будет одного цвета, а другая другого. Боковые части крашу такими цветами. Потом я вырезаю и вторую сторону крашу точно так же. По такой же технике нарисуем боковые части нижней челюсти. Беру заготовку нижней челюсти и обвожу ее простым карандашом. Придаю форму челюсти. Нарисую имитацию шерсти. Нарисую большие зубы.
имитацию шерсти для верхней челюсти. Нарисуем десна. Продолжаю рисовать окрас дракона. Детали крашу предыдущими цветами, вырезаю и вторые стороны крашу точно так же. Теперь беру лист коробочного картона, прикладываю к ней боковую часть верхней челюсти и обвожу простым карандашом. Заготовку из картона вырезаю. По точно такой же технике я вырезала остальные боковые части челюстей. А теперь все детали склеиваем между собой. Вот так у нас должно получиться. Теперь нарисуем верх и низ дракона. Складываю лист А4 пополам, беру заготовки челюстей, приклеиваю их к листу бумаги и обвожу простым карандашом. Нарисуем бортики и язык. Детали крашу такими цветами, вырезаю, заворачиваю бортики и разрезаю пополам. Теперь нарисуем верх дракона. Беру половинку листа А4 и заготовку верхней челюсти, которую мы только что нарисовали. Заготовку делаю чуть больше и рисую бортики. Рисую окрас дракона. Верх крашу предыдущими цветами, вырезаю и заворачиваю бортики. А теперь нарисуем уши дракону. Нарисуем порванную рану. Нарисуем пуговицу. Нарисуем шов. Нарисуем окрас ушка. Нарисуем кисточку на кончике уха. Эту кисточку как бы пришиваем. Рисуем шов. Нарисуем еще одну пуговицу и торчащие нитки. Нарисуем косточку, пришитую к уху.
крашу такими цветами, вырезаю и вторую сторону крашу точно так же. И кусочек картона клею сзади ушко. Вот так у нас должно получиться. А теперь нарисуем рога дракону. Теперь нарисуем сердечко, пришитое к рогам. На сердце нарисуем шов. А теперь нарисуем пуговицу и нитки. Рога крашу такими цветами, вырезаю и второй стороны крашу точно так же. И сзади клею кусочки картона. Теперь по такой же технике нарисуем еще рога. Крашу предыдущими цветами, вырезаю и сзади клею кусочки картона. Все детали готовы. Начинаем собирать дракона.
обычный дракон на руку у меня получился. Напишите в комментариях, кого мне еще сделать в следующем видео. Если вам понравился этот ролик, то подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои самые новые видео. Всем пока-пока!